продолжаю говорить о немецкой философии. Это вторая часть. Немецкий идеализм – это философское течение, возникшее в Германии в конце XVIII и начале XIX веков. Немецкий идеализм развился на основе работы Иммануила Канта и был тесно связан как с романтизмом. Романтизм – это идейное и художественное направление, которое характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных страстей и характеров, одухотворенной и целительной природы, так и с революционной политикой эпохи Просвещения. Что касаемо Просвещения, в основе этого интеллектуального движения лежали рационализм и свободомыслие. Наиболее выдающимися немецкими идеалистами считаются помимо Иммануила Канта Иоганн Готлиб Фихте, Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг и Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Они в целом были доминирующими фигурами в немецкой философии XIX века. Также большое значение имели йенские романтики Фридрих Гёльдерлин, Новалис и Фридрих Шлегель. Как известно, Гёльдерлин был неоплатоником. Он высказывал мысли о вечном циклическом движении, кругообороте тех же самых смыслов, которые попадают в чувственный космос из трансцендентальной сферы. Он описывал следующее, что, умерев, люди снова возвратятся преображенными. Гёльдерлин писал о страданиях людей как о следствии отсутствия гармонии и единства с природой, что человек предпочел подчинить природу себе, бороться с ней. Новалис разработал волшебный магический идеализм. Это синтез немецкого идеализма Фихте и Шеллинга с творческим воображением. Цель творческого воображения – разрушить барьеры между языком и миром, а также субъектом и объектом. Волшебство, магия – это оживление природы, поскольку она отвечает нашей воле. Другим элементом волшебного магического идеализма Новалиса является его концепция любви. По мнению Новалиса, любовь – это чувство взаимоотношений и симпатии между всеми существами в мире, которое считается как основой волшебства, магии, так и ее целью. Шлегель считал, что целью его работы было представить единое объединение философии, прозы, поэзии и критики. Основными положениями его философии являются следующие. Шлегель считал, что для ума одинаково губительно иметь систему и не иметь ее. Поэтому нужно объединить эти два варианта. Философом можно только стать, но не быть им. Как только человек верит, что он им является, он перестает им быть. Для Шлегеля мир – это не система, а история, из которой впоследствии могут вытекать законы. Истина – это безразличие двух противоположных заблуждений. Наше знание – ничто, мы только слушаем слухи. Шлегель указывал, разум – это измерение, которое само по себе не может описать целостность мира. В общем, вы не сможете по-настоящему понять историю, если не подойдете к ней поэтически, интуитивно и не попытаетесь сопереживать эмоциональному миру рассматриваемого времени. Фридрих Генрих Якоби, Готлоб Эрнст Шульце, Карл Леонгард Рейнгольд, Соломон Маймон, Фридрих Даниэль Эрнст Шлейермахер и Артур Шопенгауэр также внесли значительный вклад в развитие йенской литературы, впрочем, и не только. Якоби в своих философских трудах полемизировал с рационалистическими учениями Канта, Фихте и Шеллинга, оставаясь на почве строгого теизма. Источником познания внешнего мира Якоби считал чувственное восприятие. Для Якоби одно чистое умозрение недостаточно для познания Бога. Необходима еще вера. Как наш глаз, обладая телескопом, различает в туманном Млечном Пути небесные светила, так наш разум, обладая верой, делается способным познать Бога. Шульце обращал главное внимание на закон причинности и вместе с Юмом отрицал объективное его значение. Шульце критиковал Канта и считал, что если рассматривать сознание как источник представлений или наоборот видеть в предметах причину возникновения в сознании представлений, то в обоих случаях понятию причинности придается объективное
значение. Чтобы быть последовательным, Кант должен был отрицать существование предметов. На почве критической философии переход от мышления к бытию невозможен. Для Шульца вполне неудовлетворительный взгляд Канта на познание, как состоящее из данного опытом содержания и априорной формы. Рейнгольд уделял большое внимание единству и активности сознания. Принцип сознания говорит нам, что каждая идея связана как с объектом, так и с субъектом, и частично должна быть отделена от них, а частично объединена. Поскольку форма не может производить материю, а субъект не может производить объект, мы вынуждены предположить вещь в себе. И это понятие является самопротиворечивым. Если сознание должно было быть, по сути, деятельностью по установлению связей, следовательно, есть нечто, что должно осмысляться и все же не может осмысляться. Маймон, рассматривая вещь в себе, нашел фундаментальное несоответствие сознания. То, что является объектом мысли, не может быть вне сознания. Вещи в себе находятся вне сознания, то есть немыслимы. Парадокс Канта он объясняет как результат попытки объяснить происхождение данного в сознании. Форма вещей по общему признанию субъективна. Полное или совершенное знание ограничивается областью чистой мысли, логикой и математикой. Таким образом, проблема вещи в себе исключается из исследования, и философия ограничивается сферой чистой мысли. Шлейермахер был тем, кто вновь ввел учение о высшем благе и придал ему первостепенное значение. Для Шлейермахера высшее благо представляет собой идеал и цель всей жизни человека. Высшее благо предоставляет этический взгляд на поведение индивидов по отношению к обществу и Вселенной, и тем самым составляет одновременно философию истории. Система Шлейермахера делится на учение о моральных целях, учение о добродетели и учение о долге. Другими словами, это развитие идей, подчинение природы разуму, и что она становится описанием действительных форм торжества разума, моральной силы. Шопенгауэр был одним из первых философов западной традиции, разделявших и утверждавших важные принципы индийской философии, такие как аскетизм, отрицание себя и понятие мира как явления, иллюзии, видимости. Его философия была описана как образцовое проявление философского пессимизма. Труды Шопенгауэра оказали влияние на различные дисциплины, включая философию и литературу. Его труды по эстетике, морали и психологии оказали влияние на многих мыслителей и художников. В последнее время философы и ученые начали ценить Фихте как важного философа из-за его оригинальных взглядов на природу самосознания. Фихте был создателем тезиса-антитезиса-синтеза. Как представитель субъективного идеализма Фихте отвергал вещь в себе Иммануила Канта. Фихте признавал абсолютную свободу воли, Бога и бессмертие души. В праве он видел одно из проявлений «я». Фихте утверждал, что самосознание – это социальное явление. Для Фихте необходимым условием самосознания каждого субъекта является существование других разумных субъектов. Эти другие вызывают или призывают субъект или «я» из его бессознательности и к осознанию себя как свободной личности. Шеллинг, первоначально придерживавшийся идей Фихте, впоследствии создал свою собственную философскую систему. Природа и сознание, объект и субъект, утверждал Шеллинг, абсолютно совпадают. Шеллинг называл свою философию философией тождества. В натурфилософии Шеллинг поставил перед собой задачу познать абсолютный бесконечный дух, лежащий в основе эмпирической видимой природы. Согласно Шеллингу, наука о природе, основанная исключительно на разуме, призвана раскрыть безусловную причину, которая порождает все природные явления.
Шеллинг рассматривал абсолют как начало, способное к саморазвитию, через противоречие. В этом смысле философия Шеллинга характеризуется некоторыми чертами идеалистической диалектики. В своей ранней философии Шеллинг отводил особую роль искусству, в котором, по его мнению, полностью постигается реальность высшего бытия. Шеллинг интерпретировал искусство как откровение. Художник, по мнению Шеллинга, это некое мистическое существо, творящее в бессознательном состоянии. Для Шеллинга главным инструментом творчества является интуиция, внутреннее созерцание. В дальнейшем Шеллинг полностью перешел к мистической философии. Гегель широко известен как величайший немецкий философ-идеалист. Согласно его системе объективного или абсолютного идеализма, реальность – это самодвижение, ее активность может быть выражена только в мышлении, в самопознании. Она внутренне противоречива, она движется и изменяется, переходя в свою противоположность. Гегель представляет диалектический процесс саморазвития в виде трех основных этапов, которые упорядочены концептуально, а не во времени. Первый этап логический. На этом этапе абсолютная идея предстает как система логических понятий и категорий, как система логики. На втором этапе идея рассматривается во внешнем виде, как природа. Высшей третьей ступенью саморазвития идеи является дух. Критика чистого разума Иммануила Канта была источником влияния на раннюю романтическую мысль. Философские взгляды Иоганна Георга Гамона и Иоганна Готфрида Гердера также оказали влияние как на движение «Буря и натиск», так и на сам романтизм. Философия Фихте имела решающее значение для романтиков. Шеллинг заимствовал многие из своих философских и эстетических идей у романтиков, а также повлиял на их собственные взгляды. В своей философии искусства Шеллинг вышел за субъективные границы, в которые Кант заключил эстетику, связал ее только с особенностями суждения. Эстетика Шеллинга, понимающая мир как художественное творение, приобрела универсальный характер и послужила основой для учений романтической школы. Взгляды Кьеркегора на философию и эстетику также были ответвлением романтизма. Шопенгауэр сильно повлиял на романтический пессимизм. Шопенгауэр предложил способ преодоления «я» буддийскую нирвану, а Фридрих Шлегель ввел идеализацию восточного мировоззрения в Германии. Важность Фридриха Ницше как философа и рационалиста заключалась в том, что хотя его ранние влияния можно найти в романтизме, он основал современный рационализм, противоположный романтическому. Появление органицизма в философии получило свой импульс от романтизма. Органицизм – это методологический принцип, в соответствии с которым те или иные социальные феномены рассматриваются по аналогии с явлениями живой природы. Органицизм разъясняет специфику публичных процессов и отношений ссылками на закономерности природных явлений. Вильгельму Дильтею, основателю интуистской и рационалистической школы и философии жизни в Германии, приписывают лидерство возрождения романтизма в герменевтике начала XX века. Он был одним из инициаторов романтического возрождения. Пассивность была ключевым элементом романтического настроения в Германии, и романтики привнесли ее в свои собственные религиозные и философские взгляды. Шлейермахер утверждал, что истинная сущность религии заключается не в активной любви к ближнему, а в пассивном созерцании бесконечного. В философской системе Шеллинга творческий абсолют Бог погружен в пассивное, неподвижное состояние. Единственная деятельность, которую допускали романтики, это та, в которой почти отсутствует волевой элемент, то есть художественное творчество. Они считали представителей искусства самыми счастливыми людьми. Шеллинг считал художника несравненно более высоким существом, чем философа, поскольку тайну мира можно разгадать по его мелочам не с помощью систематического логического мышления, а только с помощью прямой художественной интуиции, интеллектуальной интуиции. Романтики любили мечтать о таких легендарных странах, где вся жизнь с ее повседневными заботами уступала место вечному празднику поэзии.
Эстетическое настроение романтизма, отражение и идеализация вновь проявляются в философской системе Шопенгауэра «Мир как воля и представление», завершающийся пессимистическим аккордом. Шопенгауэр утверждал, что в основе мира и человека лежит воля к жизни, которая приводит их к страданиям и скуке, а счастье могут испытать только те, кто освобождается от ее гнетущего господства. Даже художник освобождается от власти воли лишь временно. Как только он превращается в обычного смертного, его алчная воля снова подает голос и бросает его в объятия разочарования и скуки. Таким образом, над художником возвышается индуистский мудрец или святой аскет.